Доброго времени суток, господа! В этом видео мы поговорим об уже состоявшихся переходах, а также о трансферных слухах Саудовской Аравии за лето 2023 года. Саудовская Аравия вышла на серьезную охоту. Зимой после прихода Криштиану Роналду у шейхов проснулся аппетит, и теперь они пытаются привести к себе как можно больше именитых футболистов. Сначала на Ближний Восток переехал Карим Бензема, а после пошли слухи о трансфере десятков игроков. Почему саудовцы так начали усиленно скупать игроков? Причин такого активного поведения саудовских клубов несколько. Первое и самое главное – приход государственных средств. Местный инвестиционный фонд скупил акции 4 главных клубов страны и готов для их развития выделить миллиарды долларов. Но это скорее уже конечная точка в длинной цепи. Главное понять, зачем вообще шейхам потребовались 4 клуба. Здесь причины, как отмечают британские СМИ, сугубо политические. Благодаря топ-звездам власти хотят улучшить свой имидж в глазах западного мира. Это необходимо, чтобы бороться за чемпионат мира в 2030 году. Правда, в конце июня появилась информация, что сами шейхи не верят в успех заявки. Они планировали провести турнир вместе с Грецией и Египтом. И если конкуренты готовили заявки годами, то эта троица всплыла лишь неожиданно в 2022 году. Возможно, что дело в менталитете жителей Ближнего Востока. Очевидно, что несмотря на все проблемы, чемпионат мира в 2022 году вышел успешным для Катара, а это главный политический соперник Саудовской Аравии в регионе. Даже с Эмиратами нет столько противоречий, как с катарцами. Итак, какие же все-таки трансферы Саудовской Аравии уже состоялись? Официально с клубами Про-лиги подписали контракты 5 футболистов, 3 из них игроки Челси, из-за чего владельцу команды Тодду Боули пришлось даже доказывать руководству футбольной ассоциации Англии, что у него нет никаких связей с саудитами. Главное приобретение – Карим Бензема. Обладатель золотого мяча 2022 года подписал контракт с Аль-Иттихадом. Точно зарплата футболиста на данный момент неизвестна. Одни источники утверждают, что француз будет зарабатывать по 100 миллионов евро за сезон, другие дают скромные 28 миллионов евро в год. Не исключено, что 28 миллионов евро – это именно зарплата Бензема в клубе, а все остальное – медийные доходы, в том числе из-за продвижения бренда Саудовской Аравии во Франции и Магрибе. В любом случае, если саудиты не переманят еще суперзвезд, то нападающий к концу лета войдет в десятку футболистов мира с наибольшими зарплатами. Партнером Бензема по Аль-Иттихаду станет Нголо Канте, полузащитник сборной Франции, который 5 лет назад был признан лучшим игроком АПЛ, в последние годы сильно сдал из-за травм. Двух футболистов объединяет не только гражданство, но и религия. Оба мусульмане, причем одни из самых популярных во Франции. С этой точки зрения подписание Бензема и Канте абсолютно выигрышный вариант как для Аль-Иттихада, так и для страны. Зарплата 32-летнего полузащитника чуть скромнее, около 25 миллионов евро в год. Другой топ-клуб Аравии Аль-Хиляль усилится полузащитник Вулверхэмптона Рубином Невишем и защитником Челси Калиду Кулибали. В отличие от Аль-Иттихада, здесь владельцам пришлось заплатить бывшим клубам за трансферы. Волки за уход португальца получили 40 миллионов евро, а лондонцы 15. С медийной точки зрения переход этих футболистов не сравним с трансферами Бензема и Канте, однако с футбольной, кажется, это более выигрышная сделка. Невиш был лидером Вулверхэмптона, а Кулибали стабильным игроком основы Челси. Голкипер Челси Эдуард Менди перешел в Аль-Ахли, контракт до лета 2026 года, сумма трансфера 19 миллионов евро. Полузащитник Интер Марцело Брозович в ближайшее время станет партнером Роналду в Аль-Насре. Как сообщают инсайдеры, все договоренности уже достигнуты, футболисту лишь осталось пройти медосмотр. Также ожидается, что в ближайшее время в Аль-Наср перейдет Хаким Зиеш. Сообщается, что стороны до сих пор ведут переговоры, пока нет информации о дате медосмотра. Трансферные слухи. Кто еще может оказаться в Саудовской Аравии? Слухов относительно других футболистов так много, что они напоминают новости прошлых лет, когда все сватали игроков в Анжи или китайскую премьер-лигу. Причем в Саудовскую Аравию отправляют не только игроков, но и тренеров. По информации некоторых источников, Аль-Хиляль предлагает Сержу Консейсау из Порту 20 миллионов евро в год, а Аль-Ахли хочет урвать Массимилиано Аллегри из Ювентуса за 30 миллионов. Как сообщают инсайдеры, саудовцы получили отказ от некоторых звезд. В этот список входят Роберт Левандовский и Лука Модрич. Хорват в итоге продлил контракт с Реалом, но самый громкий отказ, конечно, пришел от Лео Месси. Он предпочел латиноамериканский Интер Майами, а не 200 миллионов евро в год от Аль-Хиляля. В Саудовскую Аравию отправляют не только футболистов из топ-5 европейских чемпионатов. Нападающий Краснодара Джон Кордоба может оказаться на Ближнем Востоке, а клуб за это получит от 12 до 15 миллионов евро. Также Бернарду Силва из Манчестер Сити в ближайшее время может перейти в Аль-Хиляль. Также саудовцы интересуются Антуаном Гризманом, Неймаром, Сон Хин Мином, Альваро Моратой. А что вы думаете по поводу всех этих трансферов? Напишите в комментариях.